Приветствую всех, и сегодня, как я обещал ранее, видео о том, как работать с биржей Binance. Я намеренно завел еще один дополнительный аккаунт специально для данного и последующих видео, чтобы на наглядном примере показать вам один из вариантов торговли на данной бирже. Она проста и бесподобна, то есть я имею в виду и торговля, и биржа. Если у вас не получилось на ней зарегистрироваться, попробуйте воспользоваться моей ссылкой, указанной под видео. Итак, приступим. План данного видео таков. Первое – регистрация, что важно, что нет, сумма какая, увидите монеты, где искать, как, критерии выбора, общие правила и так далее, и так далее. Читайте, пока вы ознакомливаетесь со всем этим планом, я вам кое-что расскажу. Эта методика рассчитана на людей, которые не могут инвестировать в крипту тысячи и тысячи долларов. Но тем не менее имеют шанс стать к концу уже этого года достаточно состоятельными. Хотя и риски, конечно же, будут присутствовать всегда. Дисклеймер, посмотрите, здесь есть риски. Так, почему $650? Потому что это посильная для большинства инвестиция, с которой можно начать свой путь к независимости. К чему такие громкие слова? Потому что криптовалюта – это символ независимости. Не забывайте об этом. Независимости не бывает без финансовой независимости. То есть финансовая независимость – это и есть свобода. Путь к свободе вы должны пройти сами. Но путь к этой свободе будет выстлан такими искушениями, как, например, Ripple. Поэтому хотите быть при деньгах и свободными – держитесь подальше от Ripple. В течение 10 дней я поигрался на этой бирже, чтобы дать вам опробованную методику. Она не совсем стандартна и рассчитана не на коллекционирование монет, а на быстрое увеличение вашего капитала вне зависимости от того, куда движется рынок, вверх или вниз. Мы попробуем эту методику пошагово. Она способна давать 25% прироста капитала в неделю, но это усредненно. Если вы подумаете, что 25% в неделю – это 100% в месяц, то это немного не так. Точнее, это 144% в месяц. То есть придется научиться считать в процентах. При этом, при таких вот раскладах, даже при нынешней стоимости биткоина, если она такая останется, вы к концу года имеете потенциал стать миллионерами. Если будете, конечно, дисциплинированно придерживаться данной схеме. Конечно, вы будете пользоваться и другими портфелями на долгосрок, на средний срок, это пожалуйста. Но сегодня мы пройдем именно ту тему, как зарабатывать именно вне зависимости от того, есть у вас деньги для других каких-то там крутых вещей или нет. Почему я сегодня даю вам именно эту методику, а не какую-нибудь другую? Взгляните на сравнительный график капитализации криптовалют. Возьмем поближе к концу года. Обратите внимание вот на эту серенькую линию, обозначенную стрелочкой. Она означает рост дешевеньких альткоинов, в которые входит где-то около более 1000 монет. И эта линия к концу года, она уходит резко вверх. И это на фоне падающего доминирования биткоина. Это конкретный тренд. И этот тренд наблюдается впервые. Такого раньше не было. Рынок поменялся. Если вы продолжите эту линию дальше, то вы поймете, что будет к весне. Этим самым я хочу сказать, что старые схемы не работают. А вы прекрасно знаете, что на YouTube есть каналы, там сидят ребята, которые вам говорят, как лучше и так далее, 5-10. Но не забывайте, что эти ребята, да, они получали эфир по баунти по 2000 штук. Вот. То есть они будут вам тоже говорить, вот эфир, классная штука, вы будете его покупать, бешено деньги тратить, держать его, а держать, получается, вы будете прокладкой, чтобы эфир не упал. Зачем вам это? Вы должны искать свой эфир. Только в этом есть ваш шанс. Найти его вы можете только торгуя. Дальше. Я не хочу сказать ничего про другие каналы. Вы, конечно же, должны их смотреть, но фильтруйте. Старые технологии сейчас работать не будут. Поэтому вам не обязательно затариваться старыми мамонтами, так как они взрывного роста показывать не будут в сравнении с другими маленькими монетами. На настоящий момент наблюдается следующее взаимоотношение. Биткоин 33%. Его еще называют папа. Альткоины со 2 по 10 45%. Можно назвать их атланты. Большие такие.
И малые альткоины 22% в данный момент занимают общей капитализации, малыши. Теперь понятно, что самый быстрый рост в 2018 году будет именно у последних. Выживут, конечно, немногие, но пока будет идти борьба, у вас есть возможность в этом поучаствовать и повлиять на этот исторический процесс. А как награда за участие в становлении нового общества криптовалютного – это обретение вами финансовой независимости. Именно с этой целью мной была выбрана данная методика. Просто мне хочется, чтобы вы были более свободными. А это можете только, если вы будете более богатыми. То есть тема покупки токенов на долгосрок – это не сегодня. Мы потом как-нибудь сделаем обзор, но сегодня тема «Как делать кассу», чтобы были деньги на покупку любимых вами монет и в конце концов целого битка, а не какими-то там дробными его частями. Коротко о методике. Ее можно назвать методикой азиатских студентов и школьников. И вам придется подогнать свой IQ к планке данного социума. Сверху вы будете подгоняться, там снизу это уже вы сами решаете. Это течение проявилось особенно заметно весной и летом 2017-го. И сейчас набирает бешеные обороты. СМИ об этом течении пока ничего не пишут, так как госструктуры многих азиатских стран в данный момент находятся в диком замешательстве. Отражение этого тренда, как мы уже видели, это вот эта серенькая линия. Это суммарный рост альткоинов за вычетом атлантов и битка. То есть азиатская молодежь не ассоциирует себя с классическими альтами, что правильно. Они в их понимании слишком медленно растут, что тоже правильно. И как пример покажу вот это. В сентябре Bitfinex дал прирост 123%, Bittrex 57%. В октябре Bitfinex дал 82%, Bittrex 7%. В ноябре Bitfinex дал 97%, Bittrex 57%. В декабре Bitfinex дал 48%, Bittrex 132%. В январе Binance за 11 дней дал 66%. То есть вот это отражение тренда, здесь оно и видно. На тех и других, на всех трех биржах я торговал только альткоины. И в основном неизвестные альткоины. Дальше. В чем особенность этой методики? Это динамичная торговля дешевыми патентными монетами со второй и третьей страницы на CoinMarketCap. То есть расчет идет не на высиживание и выпаривание яиц в ожидании иксов, а на плотном присутствии на рынке и быстром переключении с одной монеты на другую, оставляя при этом со временем удачные монеты в портфеле на долгосрок. То есть никаких эмоций, только профит. Конечно, риски при этом будут присутствовать всегда. Итак, перейдем к главной теме. Первая — регистрация. Binance время от времени открывает временное окно для регистрации, так что ловите момент. Если не получилось зарегистрироваться, повторяю, попробуйте воспользоваться моей реф-ссылкой, указанной под видео. Регистрация сама по себе стандартна. Вносите ваш email и пароль с подтверждением. Получаете email от Binance на вашу почту и активируйте аккаунт. Думаю, что это все умеют делать. После внесения вашего логина-пароля нажимаете на button «Вход». Открывается вот такая капча. Ведете слайд вправо, чтобы совместить пазл. Все, вы в аккаунте. Второе. Сумма. $650 – это приемлемая сумма для начала работы. На нее можно закупить около 10 монет. Bitfinex, например, на данный момент, буквально позавчера, установил порог входа в $10 тысяч. То есть, в нашем случае это никак не является приемлемым. То есть, если бы все биржи сейчас начинали устраивать такой беспредел, то шансов у вас был бы 0. Поэтому пользуйтесь случаем, пока это не наступило. Третье – это монеты. То есть, где их искать, как оценивать и так далее. Токены для торговли ищем со второй половины первой страницы, со второй и с третьей страницы на CoinMarketCap. Именно оттуда, со второй и с третьей, они попадают в первую. То есть их надо вылавливать на дальних рубежах. Каковы критерии? Смотрите на графики, ищите монеты, которые показывают пологий рост. Потом смотрите, сколько она стоит. Цена должна колебаться от $0,5 до $10-15. И потом оценивайте капитализацию.
от 30 миллионов и выше. Все остальное вас не интересует. У них у всех есть очень красивые истории, но неизвестно, какие из этих тысяч свои истории осуществят. Нам главное график. Находим красивый график, заходим и смотрим расширенный график. Здесь же на CoinMarketCap. Если все устраивает и токен торгуется на Binance, выносим монету в заранее приготовленную форму, предпочтительно Excel-таблицу. Вот такую, наподобие. Таким образом, находите 12-15 монет и переходите к анализу поведения монет уже на сам Binance. Четвертое. Общие правила. Оцениваем характер каждой монеты отдельно, разбивая их на категории. Каковы категории бывают? Нервный, спокойный, вялый. То есть, есть монеты, которые шарахаются туда-сюда. Очень трудно их предугадать. Нервные они. Но они, правда, иногда дают очень даже неплохие результаты. Поэтому они, в принципе, подходят. И спокойные. Вялые нам не нужны. Потом смотрите импульсные колебания. Насколько часто они туда-сюда прыгают. Есть типы такие. Частый, средний, долгий. Долгий нам не нужен. Частый, средний нам подойдет. И также есть диапазон колебаний. Высокий, средний, низкий. Чем выше волатильность, тем выше волна, вверх, тем ниже просадка. Это очень удобно, как раз для торговли, это то, что надо. Поэтому выбираете высокие и средние волны, чисто по графику. В дальнейшем оставляйте только вот эти самые лучшие, никаких вялых, долгих, низких, их не надо. Один из самых главных критериев – это монета должна ходить где-то на 10-15% вверх и вниз пару раз в течение суток. Это идеальный вариант. Вот пример, допустим, монета BNB. То есть, это собственная монета биржи. Ее волатильность, она даже очень хороша. Поэтому можете сразу занести ее в свой портфель и попробовать. Она хоть и не так часто ходит, но зато очень сильной волной. И она достаточно устойчива при просадках биткоина и остальных альтов. Определение точки входа и выхода. Входим в нижнюю точку волны, это понятно. Выставляем ордер на продажу после того, как мы купили предполагаемой верхней точки волны. В среднем на 10% выше от цены покупки. Пятый пункт. Это сессия сама. Вот мы подходим как раз к тому, к чему мы все давно стремились. Во-первых, сварите себе кофе или что-нибудь там, чай, что вы пьете. Если сядете, вы уже в течение часа не встанете. Значит, первое. Это проверка закрытых ордеров. Это первое, что вы делаете, как только вы открываете страницу. Если они у вас уже, конечно, есть. Почему? Потому что выставленные ордера срабатывают, и вам нужно будет не прозевать, выставить ордер на продажу в необходимой точке. Потом просмотр анонса на сайте. Вот здесь, в объявлениях. Как только увидите новую монету, и если она дешевая, сразу покупайте. Они, как правило, очень сильно пампятся в начале, когда попадают на эту биржу. И в этом случае вы не 10, не 20% выставляете, вы все 40-50% выставляете поначалу. Почему? Потому что они иногда просто улетают. Потом, конечно, возвращаются. Есть шанс хорошо заработать. Поэтому мониторьте эту вкладку, где объявления, по несколько раз на дню. Не говоря уже о том, что каждый день вы делать это обязаны. Третье. Общий взгляд. Просматривайте вот эту колонку с названиями и оценивайте рынок. Видите, все в красном, значит, рынок валится. Это хорошо. Можно кое-что закупить по дешевке. Если рынок поделен поровну, зелено-красный, рынок стабилен, более или менее. Смотрите, на чем вы там можете подзаработать. И если все зеленое, рынок в пампе. Прекрасная ситуация, можно работать. Шестой пункт. Покупка. Вот наступает самое главное. Анализируйте ситуацию под каждой монете вот в этом маленьком браузере, да, или на расширенном графике. Вот здесь. Я пользуюсь маленьким для быстроты. Редко ухожу на этот расширенный. В принципе, этого маленького достаточно. Покупаем нужную монету в нижней позиции волны. Это ясно. Если она еще не там, сразу переходим к следующей монете, которая у вас в списке. Потому что вам надо сначала закупиться. Если все подходит, покупаем сходу. Как покупать сходу? Кнопка «Market». Вносим нужное количество и желательно на сумму в $60, так как торговать впоследствии мы будем только половиной от этого количества или от этой цены, чтобы оставлять какую-то часть все время. То есть не выходить из монеты полностью. Binance имеет такую особенность, у него есть нижний объем ордера, который равен $30. То есть если будет меньше, вы просто не выставите ордер, не сможете ничего сделать. Вот. Как только купили сходу, идете вниз, копируете значение цены и вносите в вашу форму вот сюда и количество монет купленных. Затем возвращаетесь
видите режим лимит. В правом окне теперь, в окне продаж, выставляете значение с 10% надбавкой. То есть просто берете первую цифру от стоимости альта, прибавляйте ко второй цифре. Это и есть приблизительное значение 10%. Вписывайте эту сумму и вносите количество монет. То есть половину от того, что вы уже купили. И нажимаете на button. Создается ордер на продажу. Его можете видеть вот здесь и здесь. Вписывайте эти значения также в вашу форму. 7 пункт. Отложенный ордер. Если у вас нет времени ждать, когда волна придет в нижнюю точку, но вы уверены, что она там обязательно когда-нибудь будет, то можете выставить ордер на покупку. Выбираете режим лимит. В левом окне вписываете значение нужной цены, за которую вам удобно купить данную монету. Вводите количество монет и нажимаете «Купить». Посмотреть созданный ордер можете вот здесь и здесь. Вписывайте также скопированное значение в вашу форму, чтобы потом не бегать туда-сюда. У вас оба окна находятся открытыми на мониторе, и вы можете просто глазами туда-сюда очень быстро мониторить, где что у вас есть. Когда ордер сработает, увидите его вот здесь. Заказ. Поэтому сюда заглядывайте как можно чаще, чтобы вовремя среагировать и купленную монету выставить ей сразу ордер на продажу с теми 10, там, допустим, там 12 или 8% вовремя. Иначе просто монета уйдет вверх, и вы потом будете ловить по более дорогой цене. Всякое бывает. Если, допустим, вам нужно отменить ордер, к примеру, видите, что монета так сильно идет в рост, что там 10%, надо 20 ставить. Отменяете этот ордер и на продажу и ставите более высокое значение. Вот этой кнопкой «Отмена». 8 пункт – это стоп-лимит ордер. Стоп-лимит ордер сегодня обсуждать не будем. Поработайте недельку отложенными ордерами и сходу. Поучитесь, чтобы получить навыки. А в следующем видео мы разберем всякие тонкости и стоп-лимит ордер в том числе. 9 пункт – это поиск новых токенов. Время от времени вам придется находить новые токены на замену тех, которые не оправдали вашего доверия и не показывают необходимой динамики. Самое простое – производить поиск прямо здесь, пролистывая весь список от и до, руководствуясь критериями, о которых мы говорили ранее. Ищите монеты, которые идут в рост, и заменяйте те, которые у вас падают. То есть переключайтесь немного. Пример. Если монета целую неделю особо не шевелится, не имеет смысла в ней замораживать ваш капитал. Продаете полностью или частично и закупаете на ту же сумму монету, которая движется динамично. 10 пункт – это мониторинг. Заходите в историю сделок, чтобы быть в курсе, что у вас там происходит, какие ордера сработали и что вам дальше делать. Также просматривайте историю заказов. Там вы видите все ваши выставленные и отмененные ордера. Там стоит и время, и все. А не то, что вы что-то там забыли. Поэтому и нужна форма еще отдельная, где вы это все можете контролировать, чтобы не пропустить. А то монета купилась, а ордер на продажу у вас не выставлен. И она будет туда-сюда прыгать, и в конечном счете в конце дня 0 у вас на монете вышел. Что в принципе не страшно. Далее. На CoinMarketCap проверяйте цену биткоина по нескольку раз на день и куда он движется. Если идет резко вверх, это приводит к тому, что немного просаживаются альты. Примечайте, какие монеты этого не чувствуют. Это лучшие монеты. Если биток резко идет вниз, альты, как правило, тоже летят. И еще и побыстрее даже. Поэтому определяйте тоже, какие из них реагируют сильно, какие нет. Те, которые иммунны, те самые лучшие. Пока с ними работайте. Но со временем они меняют свой характер. Далее. Смотрите, что с общей капитализацией. Если она стабильная, а биток падает, значит идет перелив в альткоины. То есть готовьтесь к урожаю, работайте, сидите, нормально все. Если же общая капитализация также неуклонно падает, как и стоимость битка,
Это глобальная коррекция. В этом случае лучше всего закрывать все сделки, которые с плюсом или в ноль. И тут же выставлять на те же монеты ордера на закупку по очень заниженной цене. То есть процентов на 20-25, а то и 30. Потому что вот так по дешевке их все снова откупите. Те монеты, которые не успели, которые ушли в минус, ну не трогайте их пока. Они все равно потом отрастут через день-другой. Все вернется опять на круги своя. И последнее. Открывайте график общей капитализации и смотрите, что куда движется. Куда движется биткоин, куда движется крупняк, первая десятка, здесь которая отдельно отмеченная, и куда вот это все сборище малых альтов. Потому что вы находитесь в данный момент по данной технологии именно в этой категории. И предположите чисто умозрительно, куда будет все двигаться интуитивно. Если это будете делать несколько раз в день, то тогда ваше предчувствие будет более точным. На этом, в принципе, первый круг сессии закончен. Теперь либо вы идете отдыхать, либо начинаете все сначала с пункта 5 и опять по пункт 11. И так вы можете крутиться, как белка в колесе. Это вам будет задание на неделю. Надеюсь, 20% профита вы сможете одолеть. Это несложно, поверьте мне. У кого это получится, прошу в комментариях написать очень короткую фразу. Плюс 20% восклицательный знак. Для других пользователей это будет хорошим стимулом попробовать данную методику. А я соберу все эти данные и в следующем видео обнародую результаты. Думаю, что всем будет интересно. А на следующей неделе мы будем углубляться дальше. Так что ставьте лайки, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Поделитесь данным видео с приятелями и знакомыми, чтобы у них тоже была возможность выбора. Там пусть сами уже думают. Ну, для начала, я думаю, пока хватит. Тренируйтесь. И спасибо вам всем за то, что вы все еще здесь.